Меня зовут Никита Алендарь. По роду деятельности я библиотекарь. Первый день, 24 число, это, в принципе, число было полно неожиданностей. Когда я с утра открыл новости и увидел, что началась спецоперация, о том, с какой протяженностью действуют вооруженные силы Российской Федерации, по каким объектам они наносят свои точечные удары. Конечно, весь размах, масштаб и вот такое форсирование событий от признания республик до спецоперации, там совсем ничего дней прошло, поэтому, конечно, это была ничего себе реакция. Когда я узнал о том, что запустился мобилизационный процесс, разумеется, мне не хотелось оставаться в периферии истории. Собрал сумки 24 числа в аккурат с началом СВО, я уже двигался в военкомат, и с 24 числа началась моя такая вот дорога. Первый заход на боевые позиции, вот как только самое первое наше боевое задание, то есть не какие-то там маломальские караулы, а уже когда там есть высота, есть условный прорыв противника. Направление, по которому мы двигались, это Великая Новоселка, затем мы были переброшены под Угледар, и также в моем списке, в моей такой скромной компании есть и Марьинское направление. Для нашего подразделения основные задачи это были удержание населенных пунктов, там, каких-то возвышенностей, трасс, дорог. То есть, вот, получается, мы занимались оборонительными действиями. То есть мы удерживали линию фронта на случай прорыва. Россия не оставила и шагнула и разрешила проблему там, свирепого национализма, свирепого, значит, вот такого вражеского отношения ко всему, что сегодня именуется русским. Как показали 8 лет накануне, то есть ни дипломатическая сторона, ни политическая никак не могли в должной мере урегулировать конфликты разрастающиеся, да, и где жертвами становились непосредственно жители Донбасса, мои земляки. Мы сейчас говорим про обстрелы мирных кварталов, мирных жителей, совершенно мирной инфраструктуры, то есть там больницы, школы, какие-то развязки, что называется, обычной вот гражданской жизни. Страшные обстрелы, страшные разоренные судьбы целых семейств. То есть они сами приходили, они помогали нам, вот, где-то продуктами помогали, свои закрутки могли там приносить, кормить ребят. В то же время мы помогали, если у нас приходила какая-то гуманитарная помощь в виде там, того же хлеба, круп. Мы также делились с местными, помогали эвакуировать. Вот наш командир Царства Небесное Сергей Лысенко, позывной Лысый, он помогал эвакуировать детей, инструктировал население, в принципе, кто как может выехать безопасно, вот, когда трасса открыта, когда лучше всего, значит, свою семью. Вот это мы Пасху отмечаем. Местная там принесла куличик, яйца, образок нашли в доме. Вот, сделали себе чай. Вот. Я получил контузию не единожды, и вот, собственно, причина, почему я нахожусь сейчас в библиотеке, а не на передовой. Помимо там, своих прямых обязанностей, отдыха в виде сна, книга была одним из самых важных, пожалуй, занятий на фронте. Обращались, разумеется, к классике, читали зарубежную литературу. Ну вот ваш покорный слуга с собой взял Евангелие и Марка Аврелия наедине с собой, сочинение. Вот. Поэтому как-то так. И ребята вокруг, принадлежащие к различным профессиям до СВО, они также читали, у нас сформировался даже такой читальный зал, выбирали книги, сидели, совершенно прекрасно проводили время за чтением и потом по возможности за обсуждением. И в
принципе, вот сохраненная человеческая культура, к которой ты обращаешься, где бы ты ни был, все равно тебе хочется вернуться в лоно, скажем так, нормальной, мирной, культурной жизни. И я думаю, что мечтание возвращения к мирной жизни, оно сейчас разлито в воздухе, поэтому я вряд ли кого-то этим удивлю.